Короче, мы добрались до автовокзала. Очень много посадочных этих самых. Наши 24, 23, 25. До отправления еще 20 минут. Мы приехали чуть заранее. Будь здоров. Вчера вечером мы прям умирали. А сегодня мы такие топчик. Через 5 часов мы будем в Гранаде. Мы нашли свой автобус, их 4 в итоге. Наш номер 1. Мы положили наши чемоданы. Такие вот пермутации тетрисовые. Короче, санитарная остановка на 30 минут посреди ничего. Мы на автобусном вокзале в Гранаде, мы купили билеты. Это вы, кстати, как покупали. Здесь была очередь, мы пропустили свой трамвай. Треба було зняти. Да-да. Такий стресовий момент, і ти такий дістаєш камеру, я б тебе вбила. Таке, що ти робиш? Так, мы с вами оказываемся на рум-туре офигенном с нашей новой квартиры. Я уже все снял на телефон, я сейчас как дурак еще раз повторяю все на эту камеру. Ну вот. Кухня. Вот. Ой-ой. Ой, нечаянно снял соседа. Короче, отправляемся в зал ничейный. Короче, ладно, ванну вам не покажу, что ушел сосед. Вот, но супер обычная, там красивый вид из окна. Ну, вид из окна можно показать и из комнаты. У нас 3 балкона. Отправляемся на другой балкон. Короче, улица, по которой будет, надеюсь, будет идти парад. Все. На этом мы заканчиваем наш рум-тур. Отправляемся на прогулку. Короче, спускаемся на улицу. Интересно, чем Гранада нас удивит. Звенька заболела. И я иду один на прогулку. Короче, еще вот эти вот ковры, это, судя по всему, специализированные балконы для просмотра за парадами. Очень надеюсь, что мы увидим хотя бы какой-то, ну, прикольно, это типа чизкейкерия. Возможно, я просто на камеру сниму весь город, но вот, короче, вот эти вот сиденья, очевидно, здесь будет проходить парад. Блин, красивые улочки, мандарины, вон, смотрите. Это такое интересное. Блять, я такой блогер, пиздец. Короче, магазин вееров. Тут специальная, типа, азбука общения с помощью веера. Они все раскрашены вручную, это очень красиво выглядит. Дешевле, какие-то дороже, не понимаю, чем это связано. Короче, тут у кого-то девичник, реклама Святой недели, конь на доме. Hola. ¿Me habla español? No. ¿No? Only English. Chica, kiss you? One kiss? Okay. What are your name? Name Igor. 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 Marina. ¿Cómo? Bien, gracias. Thank you. Короче, кадры, которые не стоит видеть в Звинке. Там, походу, лестница, которая ведет на град, который находится на вершине, он вообще мусульманский изначально. И сейчас это главная достопримечательность, на которую мы пойдем завтра. Я очень надеюсь. Сегодня не буду подниматься с берегу силы. Все равно решил забраться хоть куда-то, потому что не было другой дороги. Короче, город маленький, историческая часть еще меньше, но она такая прям одна достопримечательность, один объект интереса. Вон то вдалеке это снежные горные пики. И уже открывается офигенный вид. Блин, откуда поют птицы? Гранада.
Город, который давно валялся у меня в сохраненках на Google Maps и попал в наш маршрут просто потому, что оказался по пути из Мадрида. Город очень маленький. Историческая часть — это буквально пара улиц и кафедральный собор. Зато в округе куча монастырей. Ну и, конечно, Альямбра. Часто туры везут сюда людей именно ради нее. Но если вы путешественники, не туристы, то настоящей находкой станут как раз монастыри. Мы обошли все основные, на которые распространялся общий билет. И за какие-то копейки попали в реально уникальные места, где кроме нас не было вообще никого. Конечно, немножко удивлен тому, что достопримечательность, которая называется гора Сакрамонте, требует подъема на гору. Ладно, уже полпути пройдено. Все достопримечательности находятся вокруг города. Я обещал себе, что сегодня буду забираться на гору. Но смотрите, где мои обещания. Ну, честно говоря, погода только сегодня и завтра хорошая, потом будет ад на земле. Поэтому ради путешествия нужно идти на жертву. Верно ведь? Ну, смотрите, какой цыпленок. Офигенный. Ого, можно в пещеру зайти за 1 евро. Короче, когда я снимал пещеру, почему-то камера не захотела выключаться и снимала, пока я не выключил полностью. Вот, и сейчас, когда я открыл файл, написано, что файл corrupted, и не забываем путешествовать за 1 евро, а собака срет, смотрите. Такие же у меня чувства на душе. На самом деле, офигеть, сколько точек. Он наблюдает по картам. Это неплохо. Я порой оказываюсь в каких-то рандомных местах, которые оказываются необоснованно популярными. Реально хороший вид. Монастырь выглядит, как будто это какая-то мечеть наша, христианская. Автобус городской очень смешно курсирует по этим булочкам, потому что он буквально по ширине, как эти улочки. Сейчас заметил, что типа они в виде гранатов сделаны. Вид на главный гранатский собор. Вон он там. И вид на город. Арабский квартал. Гранада — это восточная сказка, которую, например, так сложно найти в Стамбуле. Целый квартал с ресторанчиками и восточными лавками, а по всему городу арабское влияние в архитектуре и в самой атмосфере города. Короче, это главный собор Гранады. Гранадский... как его назвать? Короче. Чувак играет на скрипке для друзей. Выглядит классно, атмосферка приятная. Очень красиво. Куча людей. Погано немає куча людей. Короче, эти вот штуки, это, видимо, замануха для туристов, вот эти вот сладости, потому что их местные не покупают. Ее продают только в туристических поинтах. О, вообще принцесса, какая ты сегодня. Мы из последних сил выбрались на улицу вечером показать вам ночную Гранаду. Пойдем по всем тем же местам, по которым я шел днем. Блин, на самом деле много мест, которые открываются только вечером. Ну, даже магазинов. Смотри, Ля Пеппа. Типа свинка Пеппа. Ой, боже! Як це можна було назвати хамон? Короче, Травма. Джина вышла из дома впервые за 3 дня, и мы теперь останавливаемся у каждой вывески. Вечером он красивее, чем днем. Все подсветка. Это магазин со специями. И чай, да. Смотри, столбики в виде гранатов. Первая хата, которую мне отменили, она походу в каком-то из этих домов. Потому что она была с задней стороны, вот у нее есть по закону был виден этот вот храм. И он говорил, что типа здесь будет пиздец шумно, типа когда будут парады. Блин, наверное, невкусные. Дивитися на них і знати, що вони безкоштовні. Смотри, мы можем попробовать тот, который мы спиздили. Что это такое? А чего это люди заходят?
Не знаю, что ему подарить, но я уверен, что каждому будет приятен такой подарок. Тут так гарно, скільки всякої мелочовки. Глазастики. Ой, не бачу вибора. Не може бути, щоб він брав ті сувеніри і втік з ними. Он тебе. Короче, у них еще есть магазины, которые продают костюмы для вот этих вот парадов. То есть такой же ходить, типа, там есть какой-то специальный такой, типа, траурный костюм. Блин, смотри, это тоже балконы с этим. И там на том балконе тоже будут стоять, смотреть парад. Мы отправились за странными звуками. Fascinating. Все хлопают, и вообще не видно ничего. Это все. У нас есть чаек дома. Мама, хочу конфети. Дома є конфети. Приходиш і їш хліб з варенням. Біленькевич или Біленькевич? Пиздец, ми розходимося. Білінкевич. Тяжело быть не мямчик. Итак, мы собрались в последний теплый день ехать на град Алламбра. Надеюсь, там не будет очередей, потому что дзынка расклеилась. Такой вот нерадужный старт. Посмотрим, как будут развиваться события. Дырочка в стене была закрыта вечером. Сейчас она открыта, туда все заходят. Ого. Ну вот, видишь, как вот эти вот арабские дома построены, что с улицы типа ничего, потом заходишь, тут хоба. А здесь... Короче, идею поняли. Догнали наш автобус. Сидим в автобусе, не играем. Но на самом деле его размеры обусловлены тем, что мы будем ехать лишь в каким улицам, какой ширины. Мы приехали на автобусе в эту Альямбру, но грозу обещают вот уже сейчас. Короче, самый короткий гайд этого сезона. Мы сейчас узнали, что билеты распроданы до мая. Я не понимаю, блядь, этого ажиотажа. Походим вокруг него, может, сувениров. Без билетов сложно зайти. Короче, просто думал, что мы придем. Окажется, что там типа охуевшие очереди. Из 50 человек, я не знаю, какой-то типа досмотр будет, и мы такие скажем, все, в пизду, просто погуляем рядом. И тут мы приходим, и очередей нету. Вначале обрадовался, а потом такой смотрю, а там стоит дощечка, на которой написано на разных языках, типа, что, мол, на сегодня билеты распроданы. Забили на него. Ну, блин, это ажиотаж вообще типа необоснованный. Потом, короче, на Google картах посмотрели. Street View. В следующий раз нужно просто тупо в любой город, в который едешь, покупать билеты за 3 месяца на все. Хотя, блин, такой абсурд. Он стоял около входа в дырочку. Монастырь, как луна в городе. Я нашел монастырь святого Иеронима. 6 евро. Дзынка осталась дома. И, кстати говоря, я еще не видел ни единственного дерева с гранатами. Можем, кстати, устроить тур по местным церквям. Честно говоря, я изначально ехал в этот регион, потому что он очень религиозный, и здесь дохуя церквей мирового масштаба. О, нифига, можно Бога увидеть, наверное.
Я рад, что у меня снова появилось настроение. Буду ходить по всем этим церквям. Надеюсь, будет интересно и мне, и вам. Конечно же, мои дорогие подписчики. Все 4. Силенсио. Это арена для боев с быками. Вроде как закрыта со времен ковида. Я почитал отзывы и нашел отзыв с одной звездой, где пишет, что она закрыта. Походу проходят концерты еще. Вообще офигенное место для концерта. В принципе, чего будет не испортить. Я не помню, в какой стране мой дом. Я не факт, что я перейду улицу из-за этого. Мишли не везде стоят, то есть логически предположить, что парад тоже будет везде. Люди подходят к нашему балкону. Я не знаю, честно говоря, просто люди ходят. Пока что на парад не очень похоже. Сейчас на часах 14:46. 20:38 и ни одного кающегося. Все начали хлопать. О, это ж кающиеся! Это кающиеся, идут под дождем. Не верится, что я дождался парада. Короче, на часах 21:23, то есть парад шел довольно короткое время. Люди некоторые здесь сидят типа с 5 часов вечера, но тупо сидели, вот типа забивали вот эти вот места. Можно это мы в Севилье в будущее. Под эти радужные ноты мы отправляемся под дождем смотреть на храмы. Парад кающихся мы увидели в первый же день Страстной недели, когда вообще не ждали, что будут хоть какие-то парады. И вроде как мы ради этого и ехали, но все равно в первый раз оно ощущается по-другому. Там было очень мощно, я был в таком восторге, такие штуки невозможно повторить, даже если заранее знаешь, что они будут. И поэтому можно громко пиздеть, потому что всем срать, никто здесь не молится. Он покоряет своим размером. Большой орган. Могли. Ну и, конечно, в камеру попало, само собой, далеко не все. Может и к лучшему. Например, Дзвинка заболела и большую часть времени провела дома, пока я бродил по городу один. Но это ведь не то, что ты хочешь привезти из поездки как воспоминание. Что-то говорит на няшном испанском. Но были и моменты, которые жалко, что не попали. Например, как Дзвинка трясла ночью дерево, чтобы добыть нам лимоны, потому что в последнем открытом продуктовом лимонов уже не было. Это был лучший сельскохозяйственный налет в рамках всей поездки. Ресторанчик. О боже, наступило солнце сегодня. На этой неделе отчаяния сегодня на улице 8 градусов. Мне сейчас очень холодно. Видеть солнце на небе очень необычно. Так, мы пришли в монастырь Ля Картука. Пока что самый удаленный, но мы в самый удаленный даже не пойдем, потому что туда нельзя доехать на транспорте, нужно забираться по горе, и мы боимся дождя. Я тебе зараз вб'ю.
Давай снимем наше видео. Место для поцелуйчиков. Подивіться, який вид. Там как будто бы дождь, типа. Запрещено снимать на длинные палки. Аккуратненько, крысу. Наш прощальный тур перед выездом в Севилью. Сегодня утром даже немножко было солнышко. Сейчас не особо солнечно. Но мы рады, что хотя бы нет дождя. И у нас нету зонтика. Мы раздумывали, чтобы спиздить его отсюда. Но потом решили, что так делать нельзя. Ну, то, что так очень приятно. Capire senza paura e fino a morire razza bella fame capire senza paura